Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Гремлин Серж в полях. И что я вам хочу сказать. У нас тут, как я уже говорил в прошлом видео, ад. Только 10 часов, а температура уже за 30. Но не об этом мы сейчас, да, не об этом сейчас. Монтируя вчерашнее видео, которое я записал, вдруг повсплывали некоторые моменты, в основном связанные с играми. То мы больше разговаривали про... В основном мы разговаривали с вами про консоли, про Денди и все тому подобное, а про игры так толком не затронулись. И тут, монтируя все это, я вспомнил некоторые воспоминания. А в связи с тем, что мне пришлось на следующий день идти туда же, по тому же самому квесту, я решил, ну а почему нет, запишу дополнительно еще некоторые воспоминания. Я все так же задыхаюсь, я все так же плохо снимаю свой второй подбородок и очень плохо говорю, особенно когда иду и снимаю одновременно. Но я постараюсь. И что ж я сделаю? Во-первых, вспоминая те времена, начальную школу в основном, не стоит забывать, я думаю, о тетрисах. Не знаю, как они правильно называются, но мы их всегда звали тетрисы. И ведь это же тоже были видеоигры, это тоже была определенная консоль, портативная уже, да, карманная консоль, чисто наша. И есть несколько таких небольших воспоминаний по поводу этих наших карманных консолек. Во-первых, самое первое, что я хочу вам сказать, это то, что я реально держал в руках. Это такое небольшое ответвление. Волка с яйцами, знаете, да, такую электроника. И волк собирает яйца. Я реально держал и даже запускал эту игру. Но это было очень давно, но факт остается фактом. Если бы я осознавал в те времена, какой раритет я держу в руках, и то, что его лучше бы сохранить, чтобы потом брать и хвастаться. Но нет, тогда это показалось мне просто игрушечкой, на которой можно потратить минут 15 времени. Ну, а теперь сами же воспоминания по играм Денди. И первое, что мне приходит на ум, это, конечно же, почему я зол на Черного Плаща. Уже впоследствии в интернетах и во всем том прочем я заметил, что Черного Плаща все любят. Почему-то эта игрушка вызывает у всех теплые воспоминания, все ее любят, играют и помнят. А я же помню лишь то, что я из-за нее очень сильно страдал, а в итоге это все не окупилось. И рассказываю. В итоге получается, в нашем поселке жила одна бабушка, и к ней приезжал внук из соседнего поселка, который, в принципе, минут 30-40 пешком идти. Но тогда, в начальной школе, в детстве, это было огромнейшее расстояние. И проделать это было прям чересчур опасно. Вот. Понимаете, в чем еще, почему я теперь, если что, буду снимать свой второй подбородок? Я иду на солнце, я нифига не вижу, что происходит на экране. Снимаю я, конечно же, фронталкой, но отражение на отражении, и поэтому вот так вот ничего не видно. Ну, ладно, возвращаемся к Черному Плащу. Ну и понятное дело, что этого внука, приезжающего к нам, конечно же, тоже было Денди. И он там рассказывал про кучу своих игр, про классного Черного Плаща. И мне жутко хотелось. А самое главное, он такой брал и говорил:
Так, у меня шнурок развязался. А самое главное, понимаете, он такой паренек добрый был, он говорит: Серег, да приходи, я тебе и так дам. Не надо обмениваться, просто я хочу, чтобы вы поиграли в эти игры. А идти-то далеко, а идти-то страшно, а мало того, ты там ничего не знаешь, ты там ничего не видел. И вот я нашел чувака, который более-менее там хотя бы что-то знал и знал, где найти этого парня, где он живет. Мы в маленьком возрасте протопали, это сейчас для меня это 40 минут пешком. Хотя была одна история, не связанная с видеоиграми, где я это расстояние преодолел за 15 минут, но отморозил себе ухо. Ну и вот же, преодолели мы это расстояние, там бродили, искали, наконец-то нашли этого парня. И он дал мне этого черного плаща. Я вернулся, значит, домой. А моя Денди этот картридж не запускает. Просто черный экран, даже ничего не пискнет. И сколько бы я ни бился, не запускается. Я иду до друга, втыкаю, и у него черный плащ играется. И он такой типа: Серег, ну коль у тебя не играет черный плащ, давай я по... Ну и сволочь. Сволочь, черный плащ, сволочь, друг, сволочь. Но на самом деле сволочь была моя приставка. И вот после этого у меня такая небольшая злоба на черного плаща, и поэтому я им не восхищаюсь. Ой. Следующее воспоминание, которое мне приходит на ум, это... А что мне приходит на ум? Мне на ум приходит капитан Цубаса и мой брат. Это достаточно интересная вещь. Значит, на одном из картриджей, кажется, это была 4-игровка. Да, или 5-игровка, точно не помню, но я помню, что там был интересный достаточно скролл-шутер. Потом Бэтмен и Робин, который впоследствии оказалась хаком монстров из кармана. И там 5-й игрой был капитан Цубаса. Понятное дело, что в том возрасте мы, понятное дело, не знали, как эта игра называется. А сама она была на японском. До сих пор нету переводов, в принципе. Или там есть, кажется, у второй части перевод. Но это фанатский, в интернете недавно распространенный. Игра была абсолютно на японском. Вы понимаете, если платформер можно еще поиграть на японском, как бы не умрешь, то капитан Цубаса — это симулятор футбола тестовый. И понятное дело, что маленький русский мальчик из начальной школы не мог бы даже играть. Но моему брату почему-то она так сильно понравилась, что он полгода тренировал себя, изучал эту игру интуитивно, запоминал, какой первый иероглиф за что. Так, пошлите по дальней. Какой иероглиф за что отвечает, и в итоге мой младший брат, который на 2 года младше меня, смог на японском пройти капитана Цубасу. И это, знаете, вот прям сделал это он, а горжусь я, понимаете? И горжусь именно я этим. Тем, что мой брат на японском прошел гребаного капитана Цубасу. Хотя, мне кажется, будь он хотя бы даже на иврите, он бы все равно прошел, потому что проходил все интуитивно. Ой, присяду немножечко, отдышусь. Конечно же, потом вспоминается Nuts and Milk. Я уже рассказывал эти воспоминания, когда записывал в уровне нашего многоуважаемого администратора Taurus Gaming Revival. Так, у меня лицо потное, надо подальше, наверное. Вот, когда я проходил его уровни в Nuts and Milk, я там рассказывал, но сейчас повторюсь. Значит,
Nuts and Milk я нашел и взял у одной девочки. Она, в принципе, мало играла, Денди у нее было, но играть ей было не слишком интересно. И поэтому она легко обменялась и сказала: ай, ладно, пускай он лежит, и все. И там оказался в этой многоигровке, конечно же, Nuts and Milk, и это было что-то нечто. Мало того, что сама игрушка достаточно веселая была по сравнению, знаете, с большинством таких одноэкранных игр на Денди, так еще там был этот гребаный редактор уровней. До этого я встречал такое только в танчиках, а танчики я ненавижу. Это отдельная история. И я играл в Nuts and Milk, я создавал уровни. У меня была отдельная заведенная тетрадочка, в которой я рисовал уровни для Nuts and Milk. Но в итоге все это длилось недолго. Через определенное время вдруг этой девочке захотелось поиграть, и она такая: Серега, гони картридж. Я такой: да, хорошо, а сам его не несу. Так я от нее бегал, прятался, хотел подольше задержать этот Nuts and Milk, но в итоге пришлось его отдать. И в следующий раз я вспомнил и нашел эту игру только на канале Taurus Gaming Revival в исполнении Ромы. Так, жара как бы прохладнее у нас не становится, знаете. А теперь танчики. Почему же я ненавижу этот Battle City? Понимаете, она настолько достала. Все ребята, все мальчишки на ней были так помешаны. Они так ее любили. Она мне не нравилась, она была достаточно скучной. Я вообще не любил всю вот эту военную тематику, все эти танчики. Мне было интереснее гонять Марио по пружинкам. А все были вот просто помешаны, да, и ты такой приглашаешь друга во что-нибудь поиграть, а он такой: а давай в танчики. И понимаете, даже сейчас, когда уже Денди давным-давно исчезли, хотя, знаете, вот ходишь иногда по гипермаркетам всяким там, Ашанам и тому подобное, и натыкаешься, до сих пор Денди продается много игрок. Ну ладно. И вот. И даже сейчас, когда Денди, в принципе, давным-давно умерло, если кто-то вспоминает Денди, то первое, что он вспоминает, это танчики. Ну, второе, вероятнее всего, Марио. Марио я тоже очень долгое время недолюбливал, пока не прошел его сам. И то я проходил, получается, ремейк на SNES, более красивый, более яркий. А NES-овский вариант мне не нравится, он слишком какой-то темненький. Так что такие вот дела, ребят. Такие вот дела. Сейчас вспомнилась игра Парк юрского периода на NES. Тоже игрушка, принесшая мне уйму боли, знаете. В отличие от своего брата, я был необучаем. Игрушка хоть была уже на английском, но это нам ничего не давало. И впоследствии я очень долгое время играл только в первый уровень. Я собирал яйца, я убивал этих динозавров до тех пор, пока у меня патроны не заканчивались, и они меня не съедали. Но я не знал, что там делать. Я долго и долго мучился, но не знал, как там что. Кто бы мне сказал, что там нужно в определенном порядке включать компьютеры. В итоге, совершенно случайно, где-то, наверное, через год моей игры, в первый уровень, тоже игра была не моя, брал ее у друга. Я случайно попал на второй уровень. Мало того, что я увидел Терекса, так я еще попал и на второй уровень. Второй уровень оказался попроще, я даже увидел краем глаза третий, где меня, в принципе, сразу же сожрали. Но в итоге такие вот плохие воспоминания остались. Mario in Missing.
Эта игрушка появилась, получается, на нас достаточно поздно. Она вот это времена Кирби. И издавалась даже больше на другие платформы, но на NES она тоже попала. И мы, как люди и ребята простые, знали только одного Марио. Нет, два, вру. Знали двух Марио. Это Super Mario Bros. И просто Mario Bros. И все. И поэтому для нас Марио ограничилось. Ни второй части, ни третьей мы никогда не видели, и не знал я о их существовании до тех пор, пока не начал увлекаться ретро-играми снова. И вот же. И тут друг, товарищ, старый закадычный, привозит откуда-то с югов картридж. Ну и, конечно же, на открытие, на просмотр нового картриджа он позвал меня, своего дружищу. И, блин, ветер. По-любому сейчас отвратительно слышно меня. И мы запускаем и смотрим, а там первой игрой, нет, не первой, третьей игрой, Марио. Просто написано Марио. И мы такие, опять Марио. Господи, мы столько раз видели этого Марио. Тут мы его запускаем, а там какая-то дичь. Там куча текста, там какой-то мир. Лазишь ты вообще каким-то динозавриком, потом впоследствии оказалось, его зовут Йоша. И мы такие в шоке, оказывается, есть что-то новое у Марио. И самое главное, это она и покрасивше будет, первый Супер Марио. Потому что первый Супер Марио достаточно отвратительная. Мне не нравится ее визуальный стиль вообще. Но ладно, спишем все на года. И мы, в общем, взахлеб целый день сидели и пытались разобраться вслепую в этом Марио. Потом, уже более взрослым, когда начал увлекаться этими играми, я искал эту игру. Но я ее искал среди номерных игр, Супер Марио и так далее. Кто бы знал, что это вообще отдельный сплин-офф. Еще это других разработчиков нет, Nintendo. И только вот совсем недавно я нашел все-таки Mario & Missing. Если мне скажут, Сергей, а какую игру ты вот никогда не забудешь и которая тебе всегда очень сильно нравилась? Самые теплые чувства, которые игра у тебя вызывает. И как ни странно, я скажу «Принц Персия». Первый «Принц Персии» даже до сих пор считается весьма классной игрой и интересной. А представьте, какова была реакция мальчонки, который в основном одни танчики и Супер Марио видел. Хотя вы могли заметить, что видел я достаточно много разных игр. Сейчас даже и не вспомнишь все. И это было очень здорово, понимаете? Это было словно инопланетное существо, прилетевшее на нашу Землю. Оно было такое прогрессивное, такое классное. Такая интересная и классная механика боя. А еще, если бы я знал, что там ограниченное время, и не там 2-3 минуты, а, кажется, час. И за час ты должен пройти все это, или что-то такое, я там не помню. Но я помню, что я много раз умирал не из-за врагов, не из-за ям, не из-за ловушек, а из-за того, что просто у меня заканчивалось время. И в итоге «Принц Персии» — это игрушка, которую я всегда буду вспоминать с теплом на душе. Еще одна игрушка, которая тоже вызывает подобные чувства, это была «Каратека». Наверное, мало кто ее знает, но эта игрушка тоже весьма классная. С достаточно прогрессивной механикой для своей консоли. Понимаете, я там чувствовал каждый прям удар. Каждый удар, каждый побежденный враг, это было что-то прям великая победа. Но в итоге игру я так и не прошел.
Рубрика «Игры, которые впоследствии обрели другой смысл». Была, значит, такая игрушка Джеки Чан. Но кто ж знал, что это просто Джеки Чан? Я в то время увлекался мультисериалом «Приключения Джеки Чана». Знаете, очень классный мультисериал. И даже сейчас, несмотря на то, что ему уже больше 10 лет, можно его пересмотреть, и это очень здорово. И тут мне в руки попадается этот Джеки Чан, и вроде там Джеки Чан, вроде он дерется с какими-то демонами, еще и шарики собирает. И я такой типа: вау, да это же игрушка по Джеки Чану! Он собирает талисманы и сражается с демонами. Это же здорово! А самое главное, я тогда не смотрел всех сезонов. Вообще он нам попался телеканал СТС, который случайно на 1,5 года залетел к нам в моей местности. Всю жизнь было всего лишь 2 канала. Но почему-то в один момент у нас появился СТС. Случайно его поймался. И на протяжении 1,5 лет все наши сельские ребята наслаждались СТСом, Тайнами Смолвиля, Зачарованными и кучей-кучей мультиков. И поэтому я не смотрел весь сезон, но знал какой-то. Поэтому я такой типа: вау, да это же приключения Джеки Чана. Ну да, это оказались впоследствии приключения Джеки Чана, но не те, которые я думал. Блин, ребята, нереально жарко. Питерские, ребят, вам несостоявшийся провинциальный видеоблогер не нужен? У вас там вроде их много, я могу тоже. Могу коровью лепешку на 9 метров кидать. Я думаю, это достижение. Так что, если что, зовите, я готов переехать к вам на Аляску и наслаждаться дождями, потому что здесь у нас полный ад. В итоге буду заканчивать, ребят. Подхожу я уже к жилой местности, а местные такая: что за языческими вещами я занимаюсь, почему я записываю на камеру, как я говорю. Говорить про видеоигры я могу вспоминать Маугли, Castlevania и кучу других игр, которые я переиграл. В самом первом своем прохождении по Зельде у меня было целых 2 отдельные серии, которые я назвал «Поговорим о старых играх». И в принципе это малая часть. Сегодня я рассказал достаточно много интересного. Если вам вдруг эта серия понравится, я буду готов продолжить эту еще тему Дэнди игр и все тому подобное. И к компьютеру мы перейдем немножечко дальше. Кстати, да, я же забыл рассказать про Тетрисы. Похвастался тем, что держал в руках волка и яйца. А про Тетрисы забыл рассказать. Вот и еще будет возможность собраться и еще поговорить про ретро-игры. Ну, а я вам говорю до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ругайте мой второй подбородок и ветер в микрофон. А я говорю до свидания. Подписывайтесь на мой канал.